Вот как-то принято думать, что для того, чтобы посмотреть на самые красивые достопримечательности, съесть самую вкусную еду, увидеть самые крутые фешенебельные курорты, обязательно нужно ехать там во всякие Франции и Италии. Я соглашусь, это крутые страны, и действительно по количеству шедевров, достопримечательностей и природных красот на 1 квадратный километр, они действительно занимают одно из первых мест в мире. Но когда я отдыхаю, я себе позволяю излишества. Я хочу побольше поесть интересной пищи, побольше выпить интересных напитков, развлечься, купить какие-то симпатичные тряпочки и побрякушки. Но когда ты за это платишь в 1,5-2 раза больше, чем в Москве, мне это не нравится. Мне такое путешествие не дает ощущения, что я богатая, успешная, все у меня хорошо и зашибись. В общем, наверное, это чисто мои психологические проблемы. Если вы с ними сталкиваетесь, то вы меня поймете. И поэтому последние годы я стала разрабатывать маршруты по недооцененным странам. Что я имею в виду, когда говорю недооцененные страны? Это страны, где есть все, что есть и в туристических странах. Ну, может быть, по степени там, культурной значимости они в чем-то уступают, но все равно это имеет какую-то свою ценность. И в этих странах есть и достопримечательности, и красивые города, и красивая природа, и курорты очень интересные, и вкусная еда, но они не раскрученные. Они такие туристические, как Италия, Франция, и поэтому в них меньше толп туристов, и они более демократичные, в них отдых намного бюджетнее. Поэтому я исключительно на собственном опыте составила топ-7 стран для бюджетных путешествий, и сейчас я вам о них расскажу. Вообще, я бы с уверенностью и с большой любовью поставила бы его на первое место, но в Китае есть несколько «но», которые не позволяют назвать эту страну бюджетной для путешественника. Во-первых, в Китае не дешевые билеты. Во-вторых, в Китае очень довольно высокие цены на скоростные поезда. Для того, чтобы увидеть основные достопримечательности Китая, тебе придется на них ездить, потому что Китай большой, а поезда очень быстро преодолевают огромное расстояние за короткое время. И поэтому тебе придется значительно потратиться на этот вид транспорта. Третье. Китай очень закрытая страна. Там нет привычных нам мессенджеров и соцсетей, Фейсбука. ВКонтакте, кстати, есть Фейсбука, WhatsApp, Гугла. Этого нет. И тебе придется поставить VPN, это такое приложение, которое подключается к привычным нам соцсетям и мессенджерам через другой сервер в другой стране. Но VPN очень часто вылетают, и некоторые еще просят плату за их использование. И четвертый минус – в Китае нельзя расплатиться привычными для нас там, MasterCard или Visa. В Китае все расплачиваются QR-кодами. Эти QR-коды привязаны к китайским картам. Если у тебя нет китайской банковской карты, то тебе придется с собой таскать нал. Вот все минусы перечислила, теперь о плюсах. Китай – это страна с очень высокой энергетикой. Там вот такая движуха, там вот, вы знаете, вот ощущение, что пахнет большими деньгами и большими возможностями. Это очень сильно заряжает. Во-вторых, Китай очень недорогой. Мы снимали приличные отели, вот не хостелы, а приличные отели за 1500–2000 тысячи в сутки. Еда в Китае великолепная, причем независимо от того, где ты ешь. Либо в дорогом ресторане, либо в уличной забегаловке, она везде вкусная и везде очень чисто. То есть китайцы вообще очень чистоплотная нация, несмотря на то, что они любят харкаться и достаточно громко рыгать. Но это, видимо, какие-то их национальные особенности. И, конечно, Китай сногсшибательная страна с точки зрения разного рода достопримечательностей. Ну, понятно, что это древнейшая китайская культура, одна из древнейших в мире, и китайцы молодцы. Они, в отличие от Европы, которая все время друг с другом воевала и все время что-то разрушала, они сохранили все
великие достопримечательности, и ты это просто видишь все в первозданном виде. Ну, что посмотреть в Китае? Да дофига посмотреть в Китае. Ну, во-первых, запретный город в Пекине – это самый большой дворцовый комплекс китайских императоров. Он очень впечатляет. Напротив запретного города уже другая картина такая сталинского ампира. Там стоит мавзолей Мао Цзэдуна, памятник строителям коммунизма и дом правительства, ну, с типичным сталинской архитектурой построены. Ну, ничего, это тоже достаточно забавно. С одной стороны, дворец китайских императоров, с другой стороны, мавзолей Мао Цзэдуна. Это смотрится неплохо. Конечно, Великая Китайская стена, куда без нее. Но хочу сказать, что я так была, ну, можно сказать, разочарована, что ли. Она с точки зрения инженерной, архитектурной ничего из себя интересного не представляет. То есть это такие достаточно невысокие стены, если сравнивать с нашими кремлевскими стенами, те-то и повыше, и потолще, что называется. Но поражает масштаб человеческого рукотворства. Они же проложили через сложный горный ландшафт 21 тысячу километров стены. Это просто вау! Понимаете? И вообще я хочу сказать, Китай вообще поражает своими масштабами. Там все масштабное. Они вот не любят всю эту месипусечку. А у них все. Если китайская стена, то 21 тысяча километров. Если похоронен какой-то император Шихуанди, то там сколько там, тысячи воинов, тысячи каменных скульптур воинов тебе, мавзолей, который занимает целый город. Кстати, терракотовая армия – это must-have, потому что впечатление, вот вы заходите, и вот вы знаете, какая-то бескрайняя толпа вот этих каменных скульптур воинов. Для тех, кто не в курсе, это император Шихуанди, ну, он считается как бы основателем государства под названием Китай, он велел себя похоронить вместе со всеми, неживыми, кстати, со всеми воинами, колесницами, лошадьми, мол, там, видимо, в другой жизни он будет продолжать быть императором. И вот были построены вот эти тысячи скульптур этих воинов, причем они все со своим выражением лица, все с разной комплекцией. То есть это впечатление потрясающее, которое ты выносишь после терракотовой армии. Ну, конечно, в Китае изумительные средневековые города, которые сохранились в первозданном виде, это Пиньяо и Финьхуан. Финьхуан – это такая китайская Венеция. Через город протекает речка, и над этой речкой прямо вот зависают такие старые деревянные домишки. Очень романтично, очень атмосферно. Рекомендую. А недалеко от Финьхуана находится рисовая терраса Луншен. Ну, то есть там десятилетиями, сотнями лет люди делали на таких холмах очень красивые горы, делали террасы, и теперь эти горы покрыты такими полосами. Мы приехали в не самое удачное время, в апреле рис начинает созревать, и все вот эти полосы становятся стеклянными. Это, конечно, зрелище какое-то эзотерическое, ни на что не похожее. Поэтому я очень рекомендую, если особенно вы будете в апреле, обязательно посетить рисовые террасы Луншен. И, конечно же, сногсшибательное зрелище – это национальный парк Чанцзянзе. Это такие огромные, ну просто огромные, не просто там тебе, а огромные горы в виде столбов. И ты смотришь на все это сверху. Туда, на самую высокую гору, ходит фуникулер. Ты забираешься, там они организовали, как они это сделали, как на высоте 1000 километров они смогли это сделать. Там целая зона отдыха наверху, едальни, какие-то храмы стоят, прогулочные трассы. Есть такие дорожки для самых отважных, прямо вдоль скалы сделана такая тропинка, она прозрачная, то есть просто дорожка прозрачная. Ты идешь, и под тобой прям бездна 1000-километровая вниз. Ну, это реально это впечатляет. Я вот до сих пор вам рассказываю, и у меня мурашки по телу от этого ужаса и восторга одновременного. Что еще посмотреть в Китае? Если вы любите красивые виды и любите велосипед, то, конечно, нужно съездить
на курорт Яншо. Очень симпатичное место, оно такое более европейское. В Китае вообще мало чего европейско-американского. Там и редко встретишь европейскую кухню, в основном китайская, музыка вся китайская звучит. А вот в Яншо уже что-то уже такие первые отзвуки Европы слышны и видны. Ну и тем, кто любит небоскребы, большие города, такие, знаете, города будущего. И шопинг – это, конечно, Гуанчжоу и Шанхай. В общем, Китай очень интересная страна для путешествия. Внутри для путешествия очень бюджетно, но придется потратиться на билеты и на билеты на скоростные поезда. Шестое место, еще одна мозговыносящая страна – это Мексика. Опять же, не могу поставить ее на призовое место, потому что есть несколько «но». Дорогие билеты в Мексику, еще дороже, чем в Китай. Еще один минус – Мексика достаточно коррумпированная и не совсем безопасная страна. Ну, например, один полицейский за то, что моя подруга была не пристегнута, мы брали машину, слупил с нее приличную сумму денег. Мы могли, конечно, там отстаивать права, поехать в полицейский участок, 5-10, но, честно говоря, было некогда, потому что маршрут был очень плотно расписан. Мы заплатили, но они похлеще коррумпированы, местные мексиканские полицейские, чем русские. И небезопасно, вот если вы едете, ну, опять же, мы ездили на машине, если вы едете не по какой-то, не по главной туристической трассе, не по хайвею, там есть такая странная традиция. Местные жители, вот особенно если вы едете где-то там между деревнями и небольшими городками, местные жители протягивают такую веревку вдоль, через дорогу, и ты волей-неволей останавливаешься, и они выскакивают и начинают, там дети и женщины в основном, начинают себе предлагать купить всякую дребедень. Как правило, я так делаю рывок машины, они опускают эту веревку, и едешь дальше. Но однажды мне этот рывок не удался, потому что нас окружили одни мужики. И когда я пыталась так же дернуться, они мне бросили под колеса палку с гвоздями. Причем самое интересное, что когда они ее бросали, они так к нам улыбались, как будто они делают нам какое-то одолжение, приятная вещь для нас делают. Ну, мы заплатили им. Они попросили деньги за то, чтобы мы дальше поехали. Мы заплатили эти деньги, благо они были не очень высокие, но стресса нам, честно говоря, хватило, потому что в машине были одни женщины. Вот два существенных минуса, остальные только плюсы. Но опять же, Мексика сумасшедшая дешевая страна. Также мы снимали отели, хорошие отели, там 1500-2000 тысячи в пределах этой суммы. Очень интересная мексиканская еда. Она, кстати, входит в список ЮНЕСКО как такое нематериальное наследие человечества. Необычная вкусная еда, очень недорогая. Тоже можно есть везде хорошо кормят и вкусно. Ну и, конечно, потрясающая, необыкновенная, самобытная культура майя и ацтеков. В Мексике сохранились деревни и города, такие полуразрушенные, этих великих цивилизаций. И на них надо посмотреть, потому что я могу сколько угодно говорить, но это вот, знаете, это ни на что не похоже. Там такие какие-то вязи, какие-то узоры, какие-то скульптурные рассказы на этих вот прям встроены в эти пирамиды, и ты вот можно ходить и рассматривать, разглядывать. Причем там вот такая бурная фантазия у художников, там какие-то странные существа, какие-то необыкновенные узоры, но при том, что вот при таком обилии декора, обилии придумок очень хорошее чувство меры, нет ощущения, что это безвкусно все сделано. Пирамиды – это уникальные вещи. Причем я хочу сказать, мы посмотрели 5 пирамид, они все разные, они не похожи, все их надо посетить, если будет возможность. И Теотикуан, самая раскрученная пирамида, недалеко от Мехико, мне она показалась наименее интересной. Она реально, там самое интересное это были кактусы. Таких огромных кактусов я вообще никогда не видела. А в Мексике
очень крутые национальные парки. И вообще природа, она очень интересная, она необычная, она очень сильно отличается от там, ландшафтов Европы и российских ландшафтов. Мы побывали на озере Селестун. И там живут колонии фламинго. Стоят они такими кучками и крякают, друг с другом разговаривают. И там же мы плыли по мангровым лесам. Это какое-то сказочное, такое мистическое зрелище, потому что из воды вылезают корни, мангровые корни, они переплетаются и образуют такую арку, тенистую арку, по которой ты плывешь. В Мексике есть еще один замечательный национальный заповедник, биосферный заповедник бабочек его называют. Дело в том, что туда, правда, подниматься надо около часа с палками, то есть довольно такая большая физическая нагрузка, но ты когда поднимаешься, бабочки, которые живут в этом на верхотуре, они облепили все деревья, которые там находятся, распустили свои крылышки, они оранжевые, и ты просто видишь такие оранжевые букеты на деревьях. Но нам жутко не повезло. Там, видимо, все-таки нужно знать, когда подниматься и когда приезжать. Потому что, когда мы туда поднялись, мы так туда долго поднимались, все бабочки заснули. И мы вместо оранжевых букетов увидели на деревьях такие, знаете, серые сопли. Это было жутко обидно. Было жутко обидно и смешно одновременно. А потом прекрасное есть подземное озеро, прям в пещере находится. И ты можешь прям сигать со скалы в это озеро. Я не рискнула, дочка с удовольствием это сделала, но ты вот, знаете, плаваешь в этом озере, и такое гудение, эхо, такое впечатление, что ты плаваешь, не знаю, в каких-то декорациях какого-то фильма фантастического. Очень-очень круто, необыкновенно. И еще из того, что посмотреть, я рекомендую, там в Мексике есть очень два симпатичных городка уже после колумбовской эпохи. Это Кампече и Сан-Кристобаль. Кампече – это такой пиратский город, там такие разноцветные домики, красивые улочки с ресторанчиками. А вот Сан-Кристобаль – это вообще моя любовь. Он находится в горах, он тоже состоит из двухэтажных домиков цветных. Но самое интересное, там это индейцы. Они спускаются вниз, там они на горах живут, спускаются вниз и торгуют. На рынке торгуют на улице, и ты видишь настоящих, реальных, живых, не смешанных ни с кем индейцев. Они, кстати, очень доброжелательные люди и необыкновенно любят своих детей. Я на это обратила внимание. Ну и, конечно, нужно погулять по Мехико, по столице Мексики. Ну, а Мехико вы почитаете очень много, там есть на что посмотреть, но почему-то на меня это меньше впечатления произвело, чем вот те места, о которых я вам рассказала. 5 место – Сербия. Вот тут уже однозначно бюджетный отдых. И билеты недорогие, и отели недорогие, и совершенно копеечная еда. Вообще, я хочу сказать, Сербия – это про православные монастыри. Ну, правда, их называют правильно средневековые православные монастыри, правильно их называть ортодоксальными. Сербы называют их ортодоксальными. Про необыкновенно красивую природу и про тусовку студенческую. А Белград, когда наступает ночь, открываются все рестораны, бары, и весь народ, все студенты гуляют, вся молодежь. Потому что в Сербии необыкновенно дешевая вкусная пища. И студенты там, из других европейских стран с удовольствием едут в Белград, чтобы оторваться, не считать каждый раз копейку, а просто оторваться от души и погульбанить с сербскими братьями. Сербы, кстати, очень похожи по менталитету на русских людей, также любят выпить, повеселиться, поболтать, то есть чувствуешь себя там вполне себе комфортно. А в часе езды от Белграда есть очень симпатичный городок Нови Сад.
Он сохранился, он такой средневековый, с улочками, с площадью главной, с такими красивыми домами средневековыми. А еще дальше, если ехать, там национальный заповедник Фрушка-гора. И поэтому по этим горам, это такие горки, разбросаны 16 средневековых православных монастырей. Вот если вы интересующийся человек православный, то я очень рекомендую туда съездить, потому что они очень сильно отличаются от наших монастырей. Они маленькие, и они реально средневековые, то есть там сохранились фрески 15-16 веков. И еще одно место, которое мне очень понравилось, это Мокра-гора. Она известна больше благодаря Эмирии Кустурицу, который там организовал свой древний град. И туда тоже надо сходить, потому что это в самом деле интересное место. Это одновременно и место, где живет Кустурица, и отель там есть, и кинотеатр там есть, там можно отдохнуть. И там регулярно проводятся какие-то культурные мероприятия, кинофестивали, мастер-классы. То есть такое место еще культурный центр. И находится вместе очень живописно, виды оттуда открываются потрясающие. И еще недалеко от Древнеграда есть станция старинного поезда. То есть вы можете, это все Кустурица придумал, вы можете сесть в этот поезд и прокатиться прям по горам. По горам перед вами открываются такие долины, горы с разбросанными россыпями белых домиков с красными черепичными крышами. Это очень живописно. Это в самом деле производит очень сильные и приятные впечатления. Что еще сказать? Еще очень хорошее, такое же красивое место, если говорить о природе, это каньон реки Уваз. Река Уваз, она протекает между горами и петляет. Иногда так петляет, что аж на 180 градусов вы поворачиваете, как бы возвращаясь обратно. И у тебя реально кружится голова, и ты даже не понимаешь, от чего она кружится. То ли от красот необыкновенных, то ли от вот этого петляния. Я еще хочу вам сказать к вопросу о разумном потреблении. Мы были на бальнеологическом курорте, Врачка баня называется. Он самый известный, на самом деле там их достаточно много. С точки зрения разумной экономии намного выгоднее ездить в эти курорты, это бальнеологические курорты, чем на наш Кавказ. Там все стоит намного дешевле. Поэтому, если у вас есть потребность и желание, рассмотрите Сербию как место, где вы можете попить полезной воды, там, приложить к суставам и тому подобное. Очень-очень рекомендую. И опять же, если вам интересно, я могу сделать отдельное видео о Сербии, потому что там вот много таких неоткрытых для русского человека мест, по крайней мере, для меня много было не открыто. Могу сделать отдельное видео, пишите, задавайте вопросы, я с удовольствием расскажу об этой замечательной и очень близкой нам стране. Слушайте, я когда произношу это слово, у меня сразу начинается непроизвольное выделение слюны. Потому что такой обжираловки у меня, наверное, нигде не... может быть, только в Узбекистане. Но я о нем расскажу тоже, потому что это все вкусно, необыкновенно, и это все необыкновенно дешево. И вот эти две составляющие не дают тебе возможности остановиться и сказать: Юля, хватит, ты же поправишься, ты же объешься, тебе же будет плохо. А вот нет, я съем, потому что вкусно и дешево. В общем, Азербайджан – это такой рай для любителей поесть и погурманить. Но не едой единый жив Азербайджан. В Азербайджане реально есть на что посмотреть. Ну и, конечно, начнем с Баку. Что посмотреть в Баку? Ну, конечно, это старый город с узкими улочками, с девичьей башней, дворцом Ширваншахов. Ну, в общем, там ноги вас сами приведут. Красивейший Приморский бульвар. Это набережная. Там очень интересно вырезаны такие необычных форм кустарники, кусты и деревья, и много таких арт-объектов, которые имеют свою какую-то функциональную ценность. Например, лавочки, такие без единого угла и ровной линии, и
Вообще, я хочу сказать, что в Баку любят вот это все с такими плавными линиями, обтекаемыми. Например, музей ковра, вот если вы пойдете по Приморскому бульвару, дойдете до музея ковра, он тоже весь такой обтекаемый. И центр Гейдара Алиева тоже очень обтекаемый. Вот все эти места, и музей ковра, и центр Гейдара Алиева, там современное искусство выставлено, я очень рекомендую посетить и посмотреть и снаружи, и внутри. Очень интересные места. А что касается окрестностей Баку, что там можно посмотреть или там подальше от Баку? Ну, конечно, это национальный заповедник Гобустан. Это скалы, где нашли наскальные рисунки. Их очень немного в мире. И там замечательный музей при Гобустане, где вот ты очень подробно видишь эти наскальные рисунки и понимаешь, вот, насколько были гениальны и креативны наши далекие предки, потому что они вот в нескольких черточками, несколькими штрихами, несколькими черточками создавали целый образ. Очень необычное зрелище, да, грязевые вулканы, прям булькает грязь в них и вытекает такими грязными дорожками, и целый нефтяные озера. Такого богатства я не видела, потому что Баку реально оно не просто стоит на нефти, оно в ней купается. Если отъехать подальше от Баку, уже ближе к Грузии, то очень рекомендую посетить средневековый поселок Лагич. Он сохранился там, по-моему, 16 века в первоначальном виде, и он славился кустарными изделиями, и славится до сих пор кустарными изделиями из металла, поэтому вы там можете приобрести очень интересные изделия ручной работы. Да и вообще место такое необыкновенное, потому что узкие улочки мощеные, домики такие, ну, пахнет временем. Тоже симпатичное место, тоже, кстати, оно находится, как и Лагич, под охраной ЮНЕСКО, это город Шеки. Там очень причудливо разрисованный дворец шекинских ханов и караван-сарай. В караван-сарае находится гостиница, где мы останавливались, и мы ночевали в тех же самых кельях, их даже сложно назвать комнатами, кельях, в которых останавливались торговцы Великого Шелкового пути. Так что вот такое аутентичное место, очень симпатичное. Третье место – Албания. Честно говоря, поехала туда по приколу. Вот что я знала об Албании, когда туда ехала? Ну, я знала, что это бывшая страна соцлагеря, что очень бедная, много мусульман и небезопасно. Вот все, что я знала. И, в общем, все это было неправда. Я не встречала более дружелюбных, общительных и приятных людей, чем албанцы. Они вот такие, знаете, по-хорошему наивные. Они долго жили в изоляции и с таким любопытством относятся к людям, которые не албанцы, знают, что там у них, как там у них. Очень симпатичный народ. Албания очень живописная страна. Там много гор. Там два моря, Адриатическое и Ионическое, и на этих морях стоят курорты. Я не скажу, что они такие фешенебельные, как Ницца там, или Марбелья в Испании, но на самом деле не хуже, чем крымские курорты, совершенно. И намного дешевле, что немаловажно. И очень чистое море. Ионическое, Адриатическое моря очень чистые. Поэтому, если вы любитель курортов, я очень рекомендую вам рассмотреть Албанию, тем более практически вся Италия едет отдыхать в Албанию, Греция тоже, потому что хорошая инфраструктура, чистое море, хорошие пляжи, а стоит все в 3 раза дешевле. Что касается достопримечательностей. В Албании в годы социалистического режима было построено около 700 тысяч бункеров. Вот это даже сложно представить, потому что она же масипусечная страна, а там 700 тысяч бункеров. Вот вы едете по дороге, а там они вот просто кучками такие бункеры, они такие как купола. И вот в самых крупных бункерах, они в Тиране были построены, в самых крупных бункерах, которые были построены для членов правительства, сейчас открытый музей, очень интересный музей, в которых рассказывается о коммунистическом прошлом Албании. И еще один музей,
которая из этой же серии, это «Дом листьев». Это место, откуда велась тотальная слежка за всеми албанцами. И то, что касается древности. В Албании есть два города, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. Это Берат и Герокастро. Там полностью сохранилась в первозданном виде средневековые застройки Османской империи. Они очень живописные города, находятся в горах. Вот эти горы улеплены вот этими домиками, беленькими в основном, оставшимися от Османской империи, узкие улочки. Ну, все так, знаете, няшно, живописно, очень атмосферные места. А мне как-то больше запомнился Берат, он более живописен с моей точки зрения. А в Берате еще сохранились и следы Византийской империи, она там тоже побывала. Прямо на самой высоком месте в Берате стоит византийская крепость, а внутри очень симпатичный византийский храм. Поэтому, и я уже сказала, что Албания очень дешевая страна, поэтому вы будете чувствовать себя просто богатеем. Второе место – Польша. Польша – это Европа, но дешевая. Вот там есть все, что есть в Европе. Там есть хорошая инфраструктура, дороги, исторические города, какие-то исторические центры, старый город с этими улочками, симпатичными домиками. Очень безопасно. Все очень воспитаны. То бишь, вот реально европейский комфорт. Но цены значительно ниже. По крайней мере, цены на еду даже ниже, чем в Москве. Мы втроем, там такие порции огромные, мы втроем брали еду вместе с пивом. Нам это обходилось 1500 рублей на троих. То есть очень-очень демократичная страна. В Польше есть хорошие курорты. Опять же, если вы ездите, например, на Балтийское побережье в Латвию, то или вообще в нашу бывшую в Прибалтику, то я вообще рекомендую рассмотреть Польшу как более бюджетную альтернативу, потому что есть Гданьск, есть Сопот, это города на Балтийском побережье, и цены там намного ниже, чем в Прибалтике. А уровень, мне кажется, временами даже выше. Потом есть Татры. Тоже очень красивое место. Туда можно ездить любителям горных лыж, да и просто любителям красивой природы, гор. Кстати, Польша очень заботится об экологии. Там, по-моему, большую часть государства занимают леса, и вот этот воздух свежий, он чувствуется. Они очень берегут свою природу. Ну и, конечно, в Польше очень много исторических достопримечательностей. Ну, во-первых, исторические центры больших древних польских городов. Торуни, Варшавы, Кракова, Вроцлава. Это все очень красивые города с красивой архитектурой, с красивым старым центром. Очень вам рекомендую их посетить. И есть такие исключительно польские музеи, которых, похожих не встретишь. Один музей трагический – это Аушвиц, концлагерь. И второй музей, такой природно-исторический, это соляная пещера Величко. Это музей, который открыли в закрытой соляной пещере, и там ты бродишь по этим галереям и коридорам, и там есть 3 часовни и целый храм, полностью сделанный из соли. Это что-то необычное, непривычное, очень самобытное, и я просто очень вам советую туда спуститься, у вас какое-то будет мировоззренческое потрясение однозначно. Уже много лет, вот глубоко в сердце сидит, в моем сердце сидит славное государство под названием Узбекистан. Мне кажется, что более оптимального, более лучшего маршрута для путешественника во всем мире нет. Объясню почему. Потому что там есть все. Там есть реальные, невыдуманные достопримечательности первого ряда. Это архитектурные шедевры ислама, дворцы, мавзолеи, мечети.
Древнейшие города Центральной Азии, через которые проходил Великий Шелковый путь, это Хива, Самарканд и Бухара. В Узбекистане потрясающе вкусная и дешевая пища. Боже мой, самса, плов, манты. Вот нигде такой вкуснятины я не ела. А цены, вот из всех перечисленных стран, которые я вам сказала, там самые низкие цены. Особенно мы в Хивах, помню, когда у нас весь стол был заставлен едой, у нас было 4, и нам принесли счет на 500 рублей, я не могла поверить. Вот я просто не могла поверить, что это все может стоить 500 рублей. Только единственное, не выбирайте туристические рестораны, выбирайте те места, где едят местные. Там супер дешево и очень-очень вкусно. Больше всех как-то мне запомнилась Бухара, потому что там полностью сохранился исторический центр. Особенно он красив на рассвете, когда восходит солнце, или на закате. Даже на закате красивее. И освещается такой сам желтый город, он из желтого камня построен. Он освещается солнцем, становится реально золотым. В центре Бухары много-много кустарных мастерских, там же мастерские и магазинчики. Таких красивых, необыкновенно интересных вещей я не видела больше нигде. Боже мой, чего там только нет. Там замечательные вышивальщицы работают, поэтому можно купить скатерти и какой-то другой текстиль с изумительной ручной вышивкой. Там работают удивительные чеканщики. Моя приятельница купила такой набор, чайный набор, чайничек вместе с кружечками из мельхиора. До сих пор прихожу и любуюсь. Там можно купить хорошие ножи, можно купить хорошую керамику, можно купить вот такую штуку. Я очень люблю вешать на стены всякие разные вещи, которые я покупаю. Это местный национальный инструмент. Я, конечно, играть не умею, хотя какой-то музыкант приходил, что-то пытался настраивать. Но посмотрите, какая красота. Мне больше понравился этот рисунок. Да? Прям так как бы погружаешься в эту восточную размеренную жизнь. И сейчас это у меня висит на стене. Каждый раз, когда я смотрю на этот музыкальный инструмент, я вспоминаю изумительный Узбекистан. Вы обязательно туда съездите, потом скажете мне большое спасибо, а может быть поставите лайк, подпишитесь и нажмете на колокольчик. Еще немаловажный момент, что в Узбекистане все говорят по-русски и очень хорошо относятся к русским. Ну и в завершении, по старой доброй традиции, поговорим о деньгах. Я что хочу сказать. Путешествие – это не роскошь. Это средство получать удовольствие от жизни. Поэтому надо изыскивать средства из семейного бюджета на путешествие. Иначе тогда жизнь теряет очень много красок. Поэтому я так ратую за разумное распоряжение своими деньгами, чтобы у вас хватало денег на все. Так вот, благодаря 5 полезным финансовым привычкам, которые я сама для себя сформировала и которым следую, мне удалось сэкономить около 35% от своих расходов. И все эти деньги я трачу на путешествия и на какие-то другие удовольствия. Если вам это интересно, посмотрите ссылку на мое видео. Для тех, кто не занимается, не интересуется разумным потреблением, я надеюсь, что это станет первым шагом для того, чтобы осознанно тратить свои деньги и тратить их правильно, на правильные вещи. Так что я желаю вам получать удовольствие от жизни за разумные деньги. Надеюсь на скорую встречу.